Так, я ни разу не ездил на монорельсе. Есть идея прокатиться на нем. Не забывайте свои вещи. При обнаружении забытых вещей или подозрительных предметов, если их сообщают. Вот, это конечная монорельса. Он сам по себе небольшой, народу было много, и вот это маленькие кабинки в толпе получилось ехали, если как селедки, то как в последней станции удалось сесть и что-то заснять. И вот так вот он сразу же тут разворачивается, получается закольцованная линия, и вот они тут гоняют. Ну, скажем так, ради разнообразия прокатиться можно было. Ну чё, я не поленился недавно купленный диск примерить, чтобы уже быть уверенным, что все в порядке. Сидит как родной. Обуваемся, и будет у нас запаска. Что-то мне кажется, он какой-то, блин, правда, кривогнутый какой-то, блин. Ох ты ж, блин. Ну ладно. Все-таки это запаска. Что сказать, первая декада ноября. Плюс 8, сейчас плюс 9 было. Ух ты, интересно. Гляньте-ка, на заправке осталось только 2 вида топлива. Опять какие-то проблемы. Газа давно уже на этой заправке не вижу. 95-й пропал теперь. Чудеса, чудеса-то. Что это происходит у нас? Ай, ладно, вернемся к погоде. Короче говоря, для московского региона это вообще какое-то уникальное явление. Обычно в ноябре здесь уже, ну, прям очень даже сильно зима начинается. А этот год прямо балует нас. Я рад этому. Я бы даже был бы не против, если бы до декабря, как белгородский сценарий, бы тут разворачивался. Уже вот много раз обращал внимание, что 13 этажа на многих стройках нет. Либо просто нет отметки, либо 12+1 пишут. Я обеспечить не могу. Когда у нас мы приехали на Новый год, время 11 часов, у нас включают электричество. Жалко, не видно других гирлянд в других деревьях. Тут они светодиодные. Зато сейчас уже слышно самолет. Вот он. Рядом Шереметьево. Вот они тут низко летают. Но плохо видно его, конечно. Помню, всегда был сорт колбасы московская называлась, но теперь уже есть новая Москва, и поэтому и сорт появился. Новая московская. Вообще редкая удача. Вот, у меня одна царапина только осталась. Аж разорвало перчатку. Одно неверное движение, и на тебе. А всего-то дрель чуть-чуть на высоте неправильно рукой придержал, намотала, крутанула и привет. Вырвала. Хорошо, что как раз как-то бросил я ее. Так, а еще чего я узнал? Моя машина, Mazda BT-50, которая была черная, поехала, значит, на фронт воевать. Мне позвонил новый владелец, сказал, говорит, ее выкупили волонтеры, и поехала она. И здесь я хотел сделать небольшую вставку, показать машину, где она, что она, рассказать славный боевой путь. А потом решил этого не делать. Не буду. Мало ли, кто, что, зачем, как говорится, лишняя информация. Знаем, и слава Богу. Наступит время, будет и рассказ. А что меня радует, это вот битая Веста, уже давно ее наблюдаю. И вот везде, даже где продрана была краска, вот здесь полностью вон все отколупалось, пожалуйста. Нигде ничего не ржавеет.
Снова зима пришла в Москву. Снова или вернулась, или началась. Но дорога, я вам скажу, прям аккуратно надо. Не посыпано и прям лед. Ну, видно, что блестит. В этом году я не протупил. Заранее, за сутки глянул прогноз. Вспомнил, не поленился, пошел, слил всю омывайку. Теперь у меня все ништяк, все брызгает. Потому что классическая моя ошибка — это вот морозы. Ну да, надо ж поменять. Или там надо то, надо все. Замотался, елки-палки, перемерзло. Ну и начинаются танцы с бубнами, поиск теплой парковки и так далее. А сейчас это вообще не вариант. Ладно бы еще оттепель была. А тут уже сейчас прямо падение до минус 12. Потом только там повышение, но не до плюсовых температур пока что на 10 дней прогноз. Так что зима. А еще напрягают меня всегда в самом начале первых вот этих морозов и снегов личности, которые купили себе крутые зимние колеса и на них летают так, как летом. Неважно, обработана дорога, не обработана, пофигу. Вот как он ездил, так он и ездит. Он не меняет стиль вождения. И вот у меня сзади еще там тоже вот товарищ один, я смотрю. Меня самого видно, ладно. Пристроился. И вот просто я торможу перед каждым полицейским, и он сзади прямо аж носом водит. То есть зачем ты прижимаешься? Ты еще привыкни. Трасса поменялась, покрытие, сцепление совсем другое, машина себя по-другому ведет. Но я надеюсь, что опыт он будет получать не на мне. Ну вас нафиг потом. Вот это стой, мерзни, разбирайся. Вот эти грустные глаза вот эти удивленного барана, смотреть. Вялая макаронная походка вот это вот. Ну ты же понимаешь, вот эта фраза, Или а что ты это, То есть он не в себе ищет причину, а в другом. Ну, кто сталкивался, тот знает, о чем я. Вот. Я уже много такого проходил, к сожалению. На собственной шкуре испытал, но больше желаний нет. У меня как в фильме ДМБ. Говорит солдат, говорит, мы твой недуг в подвиг обратим. Говорит, ты в ВДВ пойдешь, ты там не только ссаться, но и сраться начнешь. Но я не об этом. В гараже очень много воды накапливается в подвале. Вот, я ее просто тупо сливал. Вот сейчас попробовал, взял щетку, помыл. Ну, не скажу, что в идеал, но машина-то преобразилась. Вот, водичку из подвала не просто выливать, а при определенных условиях можно использовать для машины, например. Ополоснул, намного свежее выглядит. Правда, по такой погоде быстро заляпается, но все равно приятно. Как мне нравится вообще новые названия. Вообще не заморачиваясь. Глис, Кур. Ну и для истории. Сьос. Та-дам. Да, все переименовано уже. Шаума. Только фанфурье, сомелье и вот кулье высшей категории сможет оценить водочный купаж. Есть еще 7 номер. Вот из всех рыб, которые я вижу, самой умной оказалась форель. Потому что вот все ясно и понятно. Что-то вспомнил я, как кисель варил мой дед. Причем такой кисель, который можно потом резать. Ложкой есть, как говорится. Вот именно такого мне захотелось. Не наливной. Сейчас он остынет, он вообще будет. Действительно кисель, именно русский. А еще примерно рассчитал кое-что еще. Догадываетесь? Да, в гараже теперь прохладно. Зато мой любимый эксперимент. Вода. Вот она. Видно, что она жидкая. С ней все в порядке. Все хорошо. Но температура минусовая. Однако есть такой интересный эффект. Открыли. Закрыли. И наблюдаем чудо чудесное. Прямо на глазах бутылка замерзает. Вот. Что-то медленно, правда. Да, ненормально. Все. Хопа. И фокус-покус.
Вот еще одна бутылка у меня есть. Так, сюда. Жидкая, жидкая. Открываем. Закрываем. И жидкость превращается прямо на глазах чудным образом в лед. Оп. Так, ну и еще один каркасик. Все, теперь останется настелить полки и попробовать разложить, чтобы этот хлам весь тут уже не хламился. Так, а что у нас случилось? Вроде суеты никакой нет. Так, что-то они, по-моему, сложились уже. Ага, все, лесенку сложили. Инвентарь сложили. Значит, все нормально. Это, наверное, третья очередь. Логинова 3. Здесь тоже все по-другому. Абсолютно. И лифты, да, вот видно еще не расчехлили даже их. Вот. И подъезды, и двор. Вот так у них выглядит. А я банки собираю. Собираем бойцам на фронт окопные свечи. Да, просторные у них эти пожарные лестницы. Сейчас лифт покажу. Вот и лифт. Теперь красиво оббивает вот это все. Вот такая панель. Вот такая панель. О, минус первый этаж даже здесь есть. Интересно. И входная группа здесь тоже. Панели, вот, электронные. Вот так они красиво светятся. А вот так выглядит сам подъезд входной группы. Тоже просторно, ящики. Вот такое оформление у них тут. Двери. И еще характерная особенность одна. Здесь кнопка. В тех очередях просто сенсор. Подносишь руку, и все открывается. Домофоны вот другие здесь тоже. И вот такие козырьки еще, как характерная особенность вот этой очереди. Я раньше внимания даже не обращал, что люки тоже фирменные у самолета. Еду, значит, я опять кровь сдавать. И этот момент, когда ты оказался, ну как, не самым умным, да, но продуманным. То есть я маршрут просчитал, еду, думаю, о, классно, я успеваю, все хорошо. И задумался в одном месте, не туда повернул. И сейчас мне получается, пробку надо простоять в обратном направлении, и потом еще одну пробку в нужном мне направлении. Плюс 32 минуты сразу же в Москве стоит поворот не туда. И это еще щадящий режим, можно сказать. Все, я вырвался из пробки. Вроде бы, блин, с опозданием конкретным, почти на час. Ну, надеюсь, меня примут. Кровь-то я им везу. Должны же откачать. И под этот замечательный вид расскажу еще историю. Ездил сейчас, значит, диски забирать. Автошан. Ну, хорошее название, прикольное, с Ашаном созвучно. По мой взгляд, нормальная фирма. Это не реклама, это просто вот человеческий подход называется. К сожалению, ее не забрал. Почему? Потому что с вылетом ошибка была. То ли моя, то ли... Ну, короче, не разбирались. Но, скорее всего, все-таки моя. И я не глянул. 40-й вылет, мне 50-й все-таки нужен. Вот. Ну, перезаказал. Идея в чем? Хочу 3-й комплект, чтобы у меня был дисков. Летом на докатку. Летом докатывать зиму. Зима должна быть всегда у меня в порядке. Вот, по лету как бы намного все проще. И вот попробовать в таком режиме поиспользовать. Что скажете? А в Белгороде снег только один раз видели, и то немного. А тут сейчас после обеда ожидается еще много. А я все еще хочу съездить сегодня в Обнинск. Вон моя, глазиком светит мне. Так, ну, во-первых, у меня какая-то черная полоска появилась, грязь кусок откуда-то взялся на дворнике. Во-вторых, я еще подумаю насчет поездки сегодняшней, потому что ехать в Обнинск
снег, если будет так валить, и учитывая, как последние дни дорогу чистили в кавычках, то, может быть, лучше, ну, его нафиг и отказаться будет от этой поездки. Но поглядим, подумаем. Хочется очень съездить, повидаться. А еще вдруг внезапно, бабам, открылся еще один двор у нас. Машин мало у них еще пока, они еще не знают, что им предстоит. Интересно, что это у них за Поверните налево. настроение, надо будет сходить посмотреть. Конечно, сейчас офигел, когда я приехал в Обнинск, где написано «Лучший город на земле». Вот. Хотя до этого я помню, там Поверните что-то направо. город атомной промышленности или что-то такое там было. Или ядерное, ну, в общем, что-то с этим связано, по-моему. Но не суть. Я в такую пробку стал. И вот помню, что вот почему-то в Калужской области Белоусово, вот Обнинск, это какая-то постоянная проблема, которую, по-моему, никто не решает. Вот. То есть реально тут буквально там мне остается там 3,5 километра, я минут 40 стою. Ну, как-то вот что-то здесь, по-моему, не то. Я к чему разговор веду? Обычно, когда вот проблемы возникают, такие стабильные, постоянные, принимаются какие-то решения по решению проблем. Но такое ощущение, что здесь всех устраивает все, и как бы все это нормально. Ну, если так, то так оно и есть. Если нет, то почему не решается? Так, а прибыл-то я чего сюда? Сегодня бригадный подряд здесь выступает, и сейчас я вспоминал 2 года, мне казалось, что уже 3 года, а может и 3. Футболка моя, сейчас она вот у сантера находится, и он ее вроде бы как взял, не забыл. Я ее сейчас заберу, наконец-то. Футболочка моя памятная одна есть. Вот они. Обычно помогаю разгружаться, но в этот раз очень поздно я приехал. Ну не по своей вине.